Доброго всем времени суток, друзья! С нами Оля, Яна и я, Анжела. Читаем книгу, которая называется «Вашими воспоминаниями». Да. Ставьте лайк. Ну, если хотите, дизлайк тоже пойдет. Автор Энн Мари Хаус. Рики. У нас сегодня глава 16, называется «Ночные наблюдения». В тот вечер около 10 часов мама заглянула в комнату Виолетты и Нэнси. «Иди ложись!» Пристраивается она. На обоих мерцал свет от масляной лампы, и казалось, что золотые птицы сейчас взлетят со стен. «Почему ты до сих пор не спишь, Нэнси?» «Уже поздно», — прошептала мама. «Как Виолетта? У нее сильно болит локоть?» Мама легко поверила, что Виолетта споткнулась и упала на пороге дома с башенкой, когда сестры возвращались с прогулки. Мама была в таком же темном плаще с большим капюшоном, что и накануне ночью. «Куда ты идешь?» — шепотом спросила девочка, подходя к маме и проводя рукой по бархатной ткани. Она оказалась гладкой и мягкой. Из правого кармана выглядывал сверток коричневой бумаги. Мама заметила, что дочь заинтересовалась им. Она поставила лампу на комод и толкнула сверток поглубже в складки плаща, пока он не исчез из виду. «Мы с дедушкой немного прогуляемся. Хотим посмотреть наконец на городской площади». «Зачем? Ведь через телескоп башни ее можно разглядеть куда лучше», — тихо возразила Нэнси, стараясь не выдать голосом своих подозрений. «Интересно, куда это мама с дедушкой собрались на этот раз?» «Пожалуйста, не задавай вопросов, Нэнси. Ты уже достаточно взрослая, чтобы оставаться дома одной, и я прошу тебя присмотреть за Виолеттой. Двери мы запрем, так что вы будете в полной безопасности», — ответила мама. Нэнси уронила голову. Мать вздохнула. «Понимаю, что все это странно, дорогая, но я действительно помогаю дедушке». Она заправила дочери прядь волос за ухо и порывисто обняла ее, чем напомнила Нэнси о более счастливых временах. «Мы ненадолго, я обещаю», — прошептала мама ей на ухо, и так крепко прижала дочку к себе, словно не хотела отпускать ее никогда. Потом, быстро поцеловав дочь в макушку, она взяла лампу и быстро вышла в тусклый свет. Тусклый свет мерцал на подоле ее плаща. Нэнси услышала, как дедушка пробормотал что-то маме, а через некоторое время внизу громко хлопнула входная дверь. Они с Виолеттой остались в доме одни. По спине девочки пробежали мурашки. «Бояться нечего», — строго повторяла она про себя, прислушиваясь к скрипам и шороху. В старом доме всего лишь рассыхаются половицы и гуляет сквозняк. Девочка взглянула на крепко стоящую сестру. Надо выяснить, куда ушли мама с дедушкой, и поможет ей в этом телескоп. Если они действительно направились на городскую площадь, то в трубу можно увидеть их и получателя свертков. Кроме того, это редкая возможность узнать, что именно дедушка рассматривает в телескоп. Теперь уже ясно, что комета тут ни при чем. Мама говорит неправду. Зачем, например, для наблюдения за небом нужен какой-то сверток? Но сегодня Нэнси узнала, что их приезд связан с мэром. Возможно, загадочный пакет предназначен для него. Но если так, почему его надо доставлять ночью? Вся дрожа, девочка тихонько выскользнула из комнаты на площадку. Прошла мимо растений и масел в банках и взлетела по лестнице в обсерваторию на крыше дома. Здесь она чувствовала себя как на вершине горы, и ночью это ощущение только усиливалось. Нэнси думала, что огни ночного города будут сливаться со звездным куполом. Но сегодня, когда комета виднелась особенно ясно, свет во многих домах не горел. Некоторые окна были распахнуты, жители опирались на подоконники, глядя в небо. Кое-кто даже вышел на крыши и балансировал на карнизах. Эти люди не боялись газового шлейфа и хотели полюбоваться редким зрелищем, пока через 3 дня комета не подойдет к Земле максимально близко и не начнет удаляться. Нэнси затрепетала от волнения и присоединилась к остальным наблюдателям. Со всех сторон доносились негромкие возгласы. «Смотрите, смотрите!» Девочка встала коленями на скамью и приложила ладонь к арочному окну, выходящему в сторону городской площади. Там, задрав головы, стояли несколько человек, но ни мамы в черном плаще, ни дедушки видно не было. Нэнси наблюдала за площадью, напрягая глаза еще какое-то время. Потом она вздохнула и подошла к телескопу, направленному в другое окно. И не в небо, а на крыше. Наклонившись к окуляру, она увидела только туманную черноту. Нэнси смутно помнила маленький отцовский телескоп, который им с Виолеттой разрешали выносить летними вечерами в полнолуние в садик. У него была специальная ручка, чтобы настраивать резкость изображения. Глядя в окуляр, Нэнси быстро нащупала ручку и медленно повернула ее. Изображение стало четче, и девочка разглядела огоньки,
Когда глаза привыкли, она увидела, что телескоп направлен наверх высокой зубчатой стены, похожей на ограду замка, за которой находился двор и еще более высокое здание. Нэнси немного опустила трубу, нацелив изображение на улицу. Около стены стояли два человека и, наклонив друг к другу головы, разговаривали. Фигура поменьше была в длинном плаще до земли. Нэнси отодвинулась от окуляра и часто заморгала. Это мама и дедушка. Снова посмотрев в телескоп, девочка обнаружила, что фигуры исчезли. Она немного передвинула прибор влево, пока не увидела две массивные деревянные двери с освещенной уличным фонарем вывеской «Городская тюрьма». Нэнси отступила от телескопа и потерла глаза. Какие дела у мамы и дедушки могли быть в тюрьме? Загадки множились с каждым часом, и она решила непременно обсудить их с Ильмом, когда рано утром он придет в аптеку. Оставаться в неведении больше невыносимо. Вот и все, закончилась глава 16. Следующую смотрите в другой день. Спасибо, что смотрите нас, слушаете, ставьте лайки. Всем спокойной ночи.